Изменит ли решение HYB все? Почему Чингук так отреагировал, услышав имя Тэхёна на внутреннем совещании? Скрывают ли они что-то от публики? Найдите все скрытые подсказки и эмоциональные реакции, которые никогда раньше не демонстрировались. Нажмите, оставьте комментарий и подпишитесь, чтобы быть в курсе этой истории, потрясшей мир К-поп. Почему все внезапно замолчали, когда имя Тэхёна было упомянуто на секретном совещании HYB на прошлой неделе? Что на самом деле произошло за закрытыми дверями, что заставило Чингука подняться со стула и выйти из комнаты с напряженным выражением лица? Эти вопросы взбудоражили сообщество ARMY по всему миру, поскольку одна за другой начали появляться подсказки, складываясь в более масштабную и неожиданную мозаику. Это начало того, что они скрывали. И, что еще важнее, знает ли Чингук больше, чем мы думаем. В то утро в штаб-квартире HYB в Йонсоне атмосфера большого совещания, которая поначалу казалась формальной и непринужденной, резко изменилась, когда один из руководителей показал заявление. Имя Тэхёна появилось на экране презентации, а затем последовала фраза, которая заставила всех присутствующих в шоке переглянуться. Ни одна из официальных камер не запечатлела этот момент, но несколько внутренних источников, пожелавших остаться неизвестными, начали распространять истории, которые не давали уснуть К-поп-сообществу всю ночь. Один из источников сообщил, что реакция Чингука в тот момент была весьма необычной. Не дожидаясь окончания презентации, он встал, крепко сжал телефон и быстрым шагом вышел. Но перед тем, как закрыть дверь, он снова взглянул на экран с именем Тэхёна, и его глаза наполнились слезами. Почему Чингук отреагировал таким образом? Что было в объявлении? Касалось ли это карьеры Тэхёна, личной жизни или даже его будущего контракта с HYB? Эта напряженность вызвала бурные спекуляции в онлайн-сообществах. Многие связывали этот инцидент с отсутствием Тэхёна в нескольких недавних рекламных расписаниях, включая его неожиданное отсутствие на культовой фотосессии, которую он обычно посещает вместе с другими участниками группы. Некоторые фанаты даже утверждали, что видели Чингука, сидящего в одиночестве в репетиционной студии в тот вечер, смотрящего в зеркало с необъяснимым выражением лица, словно он прокручивал что-то в голове, возможно, слова, сказанные на утренней встрече, или лицо Тэхёна, которое он не мог забыть. Но было ли это решение принято HYB в одностороннем порядке? Или есть более глубокие причины, о которых публика не знает? Согласно одному источнику, решение было на самом деле экстренным ответом на ситуацию, которая развивалась долгое время. Если это правда, зачем объявлять об этом сейчас? Связано ли это как-то со слухами о том, что Тэхён получил предложение о международном проекте или с продолжающимся пересмотром индивидуальных контрактов, который был горячей темой в последние месяцы? Пока многие пытались угадать суть решения, одно стало ясно – Чингук не молчал. Через несколько часов после того, как он покинул переговорную, его, как сообщается, видели в небольшом кафе в районе Итэвон, разговаривающим с кем-то, предположительно личным менеджером Тэхёна. Ни одна камера не запечатлела этот момент, но очевидцы рассказали, что выражение лица Чингука было серьезным, возможно, даже расстроенным. Защищал ли он Тэхёна или искал объяснений по поводу чего-то шокирующего? Днем позже Чингук опубликовал в Инстаграм истории черно-белое фото. На нем были изображены две пары обуви на краю пустой сцены, без подписи, без объяснений. Но ARMY сразу узнали их. Это была обувь, которую Чингук и Тэхён носили во время концерта в Пусане. Тысячи комментариев заполонили публикацию, ставя под сомнение ее глубокий символизм. Передавал ли Чингук скрытое послание? Было ли это молчаливым протестом против решения HYB? Или знаком расставания? С другой стороны, Тэхён хранил полное молчание. Никаких прямых трансляций, никаких историй, даже незначительных новостей, как обычно. И, как фанаты за эти годы усвоили, когда Тэхён молчит, происходит что-то важное. Возник самый душераздирающий вопрос: согласен ли он с решением HYB? Или он чувствует себя преданным компанией, которую когда-то считал своим домом? Тем временем в штаб-квартире HYB нарастало напряжение. Обычно дружелюбные и открытые сотрудники внезапно стали избегать отвечать на вопросы журналистов.
Сообщалось, что сотрудникам было запрещено обсуждать что-либо, связанное с повесткой дня того утра. Даже еженедельный пресс-брифинг был отменен без объяснения причин. Они что, разрабатывают стратегию контроля над ситуацией? Или понимают, что любое их высказывание может вызвать еще большую реакцию? Что на самом деле произошло между Тэхёном и HYB? И какую роль во всем этом играет Чингук? Почему он выглядит таким потрясенным? Знает ли он больше, чем может раскрыть? Почему он предпочитает молчать, одновременно посылая символические знаки? Во время закрытой прямой трансляции, доступной только небольшой группе фанатов через приложение с ограниченным доступом, послышался тихий голос Чингука. «Иногда ты не можешь изменить принятое решение, но ты можешь выбрать, как реагировать». Эта фраза вызвала хаос среди фанатов. Многие посчитали, что это напрямую относится к решению HYB относительно Тэхёна. Другие же посчитали, что это предупреждение о чем-то большем. И действительно, несколько часов спустя официальный аккаунт HYB в Твиттере удалил промопост с фрагментом видео Тэхёна. Никаких объяснений. Никакой замены. Что еще более странно, фрагмент видео исчез из официального канала HYB на YouTube. ARMY начали спрашивать, это начало постепенного отстранения Тэхёна от определенных проектов? Или скрывается нечто гораздо большее? Но одно стало неоспоримым – Чингук не мог скрыть своих эмоций. На своем последнем сольном концерте, исполняя песню, которую он когда-то исполнял с Тэхёном, он остановился на середине. Его взгляд долго смотрел в одну точку, прежде чем он тихо произнес: «Надеюсь, вы тоже это слышали». Зал затих. Некоторые заплакали. Многие тут же связали этот момент со всем, что произошло недавно. Даже реакция других участников группы начала привлекать внимание. Чимин, обычно активный и открытый, внезапно закрыл раздел комментариев и стал публиковать только старые фотографии без контекста. RM стал необычайно неактивен в фан-сообществе. Джин и Шуга вообще не ответили, словно дистанцировались от разворачивающейся ситуации. Все это лишь усугубило растущие вопросы. Скрывает ли HYB важное решение, которое изменит направление карьеры Тэхёна? Пытается ли Чингук защитить его способами, которые он не может открыто выразить? И, что еще важнее, может ли все это быть лишь началом чего-то еще большего, к чему мир еще не готов? Без официальных объяснений общественное давление на HYB усилилось. Хештеги #протицтая-юнг и #юнка-акнос стали мировыми трендами. Международная петиция фанатов с требованием официального заявления собрала более 1 миллиона подписей за 48 часов. Однако HYB хранили молчание. Никакой пресс-конференции. Никаких разъяснений. Все внутренние СМИ молчали. Но за кулисами что-то происходило. По данным внутреннего источника, в ночь после утечки документа HYB провели закрытое совещание между PR-отделом, высшим руководством и юридическим советом. Их целью было не прояснить что-либо публично, а предотвратить дальнейшую утечку информации. Они даже задействовали внутренний протокол блокировки, ограничив доступ всех сотрудников к проектным документам, связанным с предстоящими визуальными кампаниями. Когда принимаются такие крайние меры, становится очевидно, что-то очень конфиденциальное находится под защитой. Однако фанаты не оставались пассивными. Мировое сообщество начало просматривать старые видеозаписи в поисках незамеченных взаимодействий между Чингуком и Тэхёном, которые могли бы дать подсказки. В некоторых клипах демонстрировались моменты, которые недавно выглядели более напряженными. Тэхён пытался обнять Чингука, но остановился на полпути, или интервью, где Чингук долго молчал, когда его спросили о будущих проектах юнита, прежде чем ответить одним единственным эмоциональным словом «пока нет». Это слово довело тысячи ARMY до слез. Стало все сложнее, действительно ли это было связано с решениями руководства или за кулисами происходило что-то более личное? Слухи еще больше усложнили ситуацию. Несколько международных фанбаз утверждали, что получали личные сообщения от источника, близкого к менеджеру Тэхёна, в котором говорилось, что Тэхён чувствовал, что теряет контроль. Терял контроль над чем?
Было ли решение HYB принято без его согласия? Чувствовал ли он себя ограниченным, исключенным или под давлением, заставляющим следовать чужой истории? Неужели он больше не мог контролировать свой публичный имидж? Тем временем поведение Чингука становилось все более непредсказуемым. В недавней 8-минутной прямой трансляции он сыграл старую песню, которую они когда-то исполняли вместе. После того, как песня закончилась, он слабо улыбнулся и сказал: «Старая песня, но она все еще кажется новой». Простая фраза, но в данном контексте совершенно душераздирающая. Комментарии взорвались эмоциональными откликами фанатов, которые посчитали это признаком тоски или же едва заметным протестом. Тэхён же, напротив, оставался совершенно незамеченным. Никакой онлайн-активности, никаких официальных появлений в расписании, никакого присутствия в СМИ. И из-за этого молчания беспокойство общественности только росло. Некоторые говорили, что он решил посвятить время себе, но многие опасались, что его вынуждают к медленному исчезновению. В этот момент нарратив вышел за рамки конфликта между артистами и менеджментом. Речь больше не шла об удаленных фотографиях или пропавших видео. Речь шла о правах, о свободе артиста оставаться собой в индустрии, которая порой жертвует своей индивидуальностью ради цифр и рынка. И в этом контексте Чингук казался не просто коллегой, а, пожалуй, единственным, кто пытался говорить, пусть даже и непрямым текстом. Его мимика, импульсивные решения, символические жесты и выбор песен казались кусочками пазла, которые он надеялся собрать публикой. Пазл стал еще глубже, когда внезапно появились старые, ранее не публиковавшиеся фотографии. Тэхён и Чингук за кулисами крупного мероприятия в прошлом году смеются, делясь наушниками. Без монтажа. Без брендинга. Просто два человека, оставаясь самими собой. Никто не знает, кто опубликовал это, но момент публикации вызвал дрожь у публики. Было ли это сигналом о том, что у них что-то отнимают? Или напоминанием о том, что то, что их объединяло, не может быть уничтожено односторонним корпоративным решением? По мере того, как вопросы продолжали оставаться нерешенными, стало ясно одно – эта история еще не закончена. Возможно, она только начинается, и, подобно искре, ждущей попутного ветра, чтобы превратиться в пылающий костер, все готово вот-вот вспыхнуть.